Всем привет! 3 года назад я надумал заниматься домашними напитками. Тогда встал вопрос, какого выбрать производителя, на каком остановиться аппарате. Долго я выбирал. Вообще изначально хотел взять аппарат с сухопарниками, но все-таки отошел я от этой мысли и присмотрелся к доктору Градусу. Чем меня заинтересовало, это то, что у них есть трейд-ин, то есть их оборудование можно обменять на более дорогое. И тогда я взял у них стиловый вариант вот с этим маленьким 17-литровым кубом. Аппаратик был неразборный, и затем я спустя, наверное, 1,5 года его обменял уже на свой конструктор, который сейчас у меня есть, 2-дюймовый. Ну а кубик 17-литровый до сих пор со мной, уже 3 года. В принципе, мне его хватало. Ну, конечно, если вопрос касался бочки, то приходилось потрудиться с этим кубиком, перегонять много раз брагу, потом дробную. В общем, надумал я все-таки обновить себе куб. Для дробной 17-литрового хватает, но для перегонки браги я все-таки надумал взять себе более большой куб. Тем более доктор Градуса уже появилась серия кубов с большой крышкой, то есть полная горловина, не как вот здесь. Вот, и я у доктора Градуса заказал кубик на 50 литров. Этот кубик идет в единственном экземпляре, но, конечно, по желанию доктор Градус сделал другим такой кубик, потому что этот кубик идет диаметром 400 мм, а их основные кубы идут 340 мм. То есть такие кубики доктор Градус не планирует выпускать, вот, но по заказу все-таки сделать смогут. Почему я сделал именно такой кубик? Ну, потому что он по высоте будет пониже, чтобы мне можно было делать на нем дробную перегонку, ректификацию, заниматься пивоварением. В общем, посчитал, что такой кубик для меня больше подходит. Вот, в общем, кубик 50 литров, диаметр 400 мм. Этот кубик 17-литровый. То есть, видим, да, разницу все-таки есть. Первый раз я, конечно, был удивлен размером, думаю, 50 литров, ну такой большой. А теперь как-то я более-менее уже к нему свык. И по мне вполне привычный уже размер. Для квартиры, я бы сказал, очень даже правильный размерчик. Но 17-литровый я, конечно, изначально хотел его обменять на большой куб, но все-таки маленький кубик, и думаю, что должен быть. Например, делать мацерации, джины. Да и просто обычную дробную перегонку на маленьком кубе более удобно. А этот кубик у меня будет вообще задача еще также у меня заняться пивоварением, поэтому будем учиться делать пиво. Ну давайте подробнее посмотрим, что из себя представляет мой новый куб. Ну и первым бросается в глаза это большая крышка. Крышка на хомуте. То есть теперь у нас полный доступ к кубу. Полноценная горловина, а не узкая, как на том кубе. Чем это хорошо? А тем, что мы теперь можем затирать солод и варить пиво. Крышка у меня двойная. Сделал я себе двойную крышку, чтобы можно было вот эту малую крышку менять между двумя кубами. То есть диоптер я могу поставить туда, а сюда поставить просто с обычным переходником. Чем это хорошо? Диоптеру удобно перегонять, с ним удобно брагу. Смотреть, не будет ли брызговый нос, не забилась ли шапка, нам забила проход. Здесь теперь отверстие там где-то примерно как 3 дюйма. И все наглядно видно, все будет контролируемо. Ну а при дробном можно поставить обычный переходник. Диоптер нам здесь в принципе на дробном уже не нужен. Вот. Дальше, теперь куб имеет 3 порта. Первый порт это идет под муфту. Здесь я устанавливаю ТЭН. ТЭН тоже я приобрел на 2,5 киловатта. Затем посередине стоит на 2 дюйма кламп. Я уже сюда поставил кламп-замок. И вот такая крышка идет с прокладкой. Ну и третий выход это обычный кран. Кран уже здесь идет на 1 дюйм. А в малом кубе было на 3/4. Так. Ну, ручки такие же. А нет, ручки другие. Уже тоже производство доктора Градуса. Прочные, но все-таки 50 литров куб таскать на них, наверное, будет не опасно.
Вот, точнее, небезопасно. Вот. Ну, давайте снимем крышку, посмотрим, что он себя представляет изнутри. Так, ну вот я снял крышку. На бортике находится зеленая фирменная прокладочка с тремя канавками, или как они называются, для более лучшей герметичности. Внутри теперь в этих новых кубах появилась, как ее назвать, разметку через каждые 5 литров. Так, и в кубе есть вот такой бортик для установки фальшжира. Ну, где-то с палец, наверное. Такой мощный бортик. Ну и 3 порта наши, которые я показывал снаружи. Также дно идет вот с такой вот, как в пресс-формой для более жесткости. Дно, наверное, 2 мм толщиной. Вот. Ручки, как видим, контактная сварка, или как вот тут они крепятся, то есть все герметично, нигде не будет ничего протекать. Вот такой кубик. Сейчас поставлю фальшдно, покажу. Так, ну и если заниматься пивоварением или затиранием сода, то, конечно, рекомендую приобрести фальшдно. Для чего нам необходима? Необходима она нам для того, чтобы делать фильтрацию сусла. То есть сбраживаем пиво, естественно, по белой схеме, так же, как и делаем солоды, заторы для виски. Нет, ну, конечно, можно использовать и с крупой, но в основном сбраживают фильтрованное сусло. Вот. Тем фальшно и иной хорошо. Это фальшно идет с ПВК, ну, вот с такой частой фильтрацией, это идет с ПВК. Поэтому я попросил сделать себе такой, потому что для пива она более подходящая. Также хотелось вам показать тен. Так как я работаю на индукционной плите, но все-таки решил я приобрести себе тен, хоть у меня и нету заземления. Приобрел пока его на проводе, без всякого регулятора, как бы в помощь перегонки сахарной браги на 6 киловаттах. Ну, посмотрим, как будет выдержать проводка. Устанавливается он в муфту, отворачивается вот эта вот заглушка, пробка с силиконовой прокладкой, и закручивается туда тен. Тен имеет вот такую фирменную тоже силиконовую зеленый колпачок, тоже герметично все. Вот. Тен производства Новосибирск, но изнутри выглядит вот так вот. Еще я у доктора Градуса попросил сделать мне вот такого крабика. Для чего он нужен? Если перегонять брагу с дробиной, а перегоняю я ее в мешке, чтобы потом легче утилизировать. И вот чтобы этот мешок мне не заткнул выход в крышке, я придумал такой вот крабик. Он препятствует мешку, то есть мешок, если будет подниматься, то он будет упираться в него и не заткнет на выход. То есть вот ставим крышку с диоптром, ставим крышку с диоптром и видим, что он там отлично все закрывает, и крабик будет мешать мешку. То есть, ну, в общем, для безопасности это было сделано, потому что на маленьком кубике перегонял и очень опасался этого дела. Также с кубом я приобрел еще несколько комплектующих для того, чтобы можно было этот куб модернизировать до уровня пивоварни. Конечно, не до уровня автоматической, но, можно сказать, с таким же функционалом. Об этом я сниму отдельное видео, посмотрим, что из этого получится. Конечно, будем пробовать, само собой, варить пиво. Попробуем, какое у нас получится пиво. Вот. Ну, а обзор данного куба, думаю, пора заканчивать. Вроде я вам все показал, все свои новинки. Теперь осталось только попробовать на практике, что из себя представляет новый кубик, насколько он теперь удобен по сравнению со старым образцом. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм, чтобы не пропустить новые видео, какие-то новинки мои. Ну а на этом все. Всем удачных напитков, всем пока-пока.